Всем привет, здравствуйте, меня зовут Руслан, и я рад приветствовать вас на канале Московские гуппи. Друзья, в этом ролике из цикла «Домашний аквариум для гуппи» мы наконец покажем вам гуппи, которые мы заселили в наш аквариум-травник. Напомню вам, что запустили мы этот аквариум 3,5 месяца тому назад. И только спустя 2 месяца после запуска мы поселили туда первых жителей. Им стали улитки теодоксусы и креветки амана. Затем, спустя еще 2 недели, мы запустили у него аквариумных рыбок Папандетта фурката и чуть попозже сомика фотоцинклюсов. Так как в прошлом ролике мы только обозначили наше желание приобрести этих сомиков, то хочется чуть подробнее остановиться на них. Вот короткая справка об этих забавных и очень интересных сомиков. В интернете о них следующая информация, что атоцинклюсы – это самый мелкий вид сомов семейства лаликард. Взрослая особь достигает 3-5 см в длину. Считается, что они идеальный вариант для травников и аквариумов с большим количеством растений. На сегодняшний день существует много видов атоцинклюсов с большим количеством окрасов и узором на хвосте и голове. Несмотря на это, каждый вид также эффективен в борьбе с водорослями. У атоцинклюсов ротовой аппарат имеет форму присоски, при помощи которой они в природе удерживаются по течению, а также соскребают водоросли и бактериальное обрастание с камней, коряк и всего остального, что находится в реке. Эта удивительная особенность атоцинклюсов является их изюминкой. Ровно как и в естественном ареале обитания, эти самые в аквариуме чистят стенки декораций от практически всех видов водорослей. Наш двухнедельный опыт наблюдения за ними подтверждает все вышесказанное о них. Мы приобрели 3 таких малышей, и ни один из них не погиб. Все чувствуют себя хорошо, они очень активны и действительно почистили аквариум и растения почти до блеска. Причем обрастание на листьях растений они снимают очень аккуратно, сохраняя их в целостности. В общем, мы очень довольны, что сделали такой выбор. Ну, а теперь я расскажу вам о том, как мы запускали в аквариум наших гуппи. Мы посчитали, что с учетом уже плавающих в аквариуме Папандетт фуркат и сомиков атоцинклюсов, мы сможем поселить в него не более 16 гупешек. Мы не собирались заселить в него какую-нибудь одну чистую линию, а решили сделать красочный микс из всех линий гуппи, которые мы разводим. А таковых на сегодняшний день как раз 16 и есть. Но чтобы самцы гуппи себя чувствовали максимально естественно в этом аквариуме, мы решили поселить в него еще и самок. Поэтому мы приняли компромиссное решение, по которому в акву заселили 14 самцов и 2 самок. Самцов и самок мы выбирали не селекционных, а такого же качества, которое мы привозим на птичий рынок в Москву. Но все же сделали исключение для 2 селекционных самцов Sky Red и Sky Blue Albino. Вот на этих кадрах вы как раз видите этих красавцев. Мы специально подобрали для посадки в наш травник совсем молодых рыбок-подростков в возрасте 2-3 месяца. Мы сделали это намеренно, чтобы в следующих роликах вы смогли увидеть, как они растут, развиваются, превращаясь на ваших глазах в красивых взрослых гуппи. А сейчас я перечислю самцы, каких линий гуппи мы заселили в наш аквариум. Кроме Sky Red и Sky Blue Albino, в аквариуме сейчас плавают самцы Full Red Albino, полный красный альбинос, Full Platinum Albino, платина альбинос, Black Moscow, черная московская, московский розовый альбинос, Galaxy Tiger Show Guppy, галактика тигр, получерный красный ковровый, испанец, получерный и красный, берлинец, получерные и белые, канадец, малахит, Red Metal Lace, красная черноголовка,
Green Blue Moscow, сине-зеленая московская, Red Koi Blondie. Blue Grass, гуппи трава. И две самки. Black Moscow, черная московская, и московская алая гуппи. Вот такие гуппи мы заселили в этот аквариум. Коротко хочу рассказать, как мы заселяли наших гуппи в новый для них дом. Сначала мы выловили их в одну емкость, куда потихоньку через капельницу стали прокапывать воду из аквариума травника. Этот процесс продолжался примерно 1,5 часа. Затем аккуратно и с помощью мерного стаканчика Юлия выпустила их всех в аквариум. Учитывая, что каждая рыбка жила со своей линией в отдельном аквариуме, и в этом травнике уже живут Папандетта фурката и Сомикетоцинклюс, мы решили для предотвращения нежелательных бактериальных вспышек провести профилактическую обработку всего аквариума. Для этих целей у нас есть вот такое лекарственное средство. Называется оно Эша 2000. Мы уже давно им пользуемся для цели профилактики бактериальных инфекций. Оно не угнетает растения и не является опасным в рекомендованных дозах для улиток, креветок и сомиков. Сейчас гуппи живут в новом для них водоеме уже больше недели. У них замечательный аппетит, все плавники и хвостики целые, они активны и весьма любопытны. Кстати, наблюдать за гуппи в аквариуме с растениями очень интересно. Мне, да и Юле очень нравится это делать. Их поведение в травнике совсем другое, чем в гигиеническом аквариуме, где кроме фильтра больше по сути ничего и нет. Да и на фоне растений и грунта, особенно с хорошим светом, они смотрятся просто эффектно, сногсшибательно. И вот что я вам хочу сказать. Хотя те же рыбки Папандетта фурката очень красочные, яркие, но на фоне гуппи они теряются и несколько блекнут. И вы знаете, сразу становится понятно, почему у любителей аквариумистики во всем мире гуппи является рыбкой номер 1 по популярности. Почему во многих странах любители гуппи объединены в национальные клубы, ассоциации, которые проводят ежегодные конкурсы и выставки. В конце концов, существует и действует Всемирная ассоциация гуппи, ВГА, которая проводит ежегодный чемпионат мира по гуппи, в котором участвуют сотни любителей гуппи со всего мира. Могу сказать, что гуппи объединяют людей всего мира, не деля их ни по национальному признаку или социальному положению. В общем, мир гуппи, друзья, это такой увлекательный и очень удивительный мир. Друзья, в следующем ролике мы расскажем вам о том, чем и как мы кормим рыбок в этом нашем домашнем аквариуме. Вы можете продолжить просмотр этого ролика уже с Юлией, которая расскажет вам о том, какие еще изменения произошли за эти 2 недели в нашем аквариуме. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч на канале Московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Руслан вам рассказал о наших новых жителях в аквариуме. А сейчас я приступаю к обслуживанию аквариума. И первое, что я сделаю, это я обрежу альтернатеру Рейника Мини. Ну вот, друзья, посмотрите, как она выросла. Какие у нее прекрасные листья. В этих зарослях очень любят сидеть атоцинклюсы. Но она стала очень высокой и, по моему мнению, не соответствует переднему плану. И она очень загораживает Бакопу каролинскую. Растение, конечно, очень красивое, но растет оно очень быстро, и я приступаю к обрезке.
Я закончила с подменой воды в аквариуме. И давайте посмотрим на растения. Первая, моя главная радость, у нас почти исчезли водоросли на Монте-Карло. Я думаю, что это произошло по двум причинам. Первое. Мы заселили сомиков от ацинклюсов, и они на самом деле кушают нечистые водоросли. И вторая причина. Мне удалось сделать соотношение нитратов к фосфатам 1 к 10. Фосфаты сейчас 0,5, нитраты 5 ровно. Бликса японская, как мне кажется, прижилась. У нее за 2 недели выросло много новых корешков и появились новые листочки. Роголистник очень быстро растет. Я его не убираю, а просто цепляю за Людвигию Суперред к задней стенке. Ну а больше изменений в аквариуме у нас нет. Друзья, все рыбки в аквариуме смотрятся вживую просто восхитительно. Но у нашего светильника Чехерос нет в настройках только белого цвета, что достаточно неудобно при видеосъемках. И мы физически не можем вам передать ту красоту, которую мы видим собственными глазами. Это, конечно, просто восхитительно. Друзья, мы с Русланом вам рассказали о всех изменениях, которые у нас произошли за последние 2 недели. На этом я с вами прощаюсь и приятного дальнейшего просмотра. До свидания.